Друзья, честно говоря, я думал, что MX Master это просто дорогая игрушка для 3D-шников, но оказалось, что все немного интереснее. Во-первых, мне показалась интересная ее форма, такая, кажется, удобная. По сравнению с тем же G203 логитеховским, это, конечно, вы поработаете часик-другой на мастере, то вы скажете, что это за шимфербокс такой? Как я на этом работал? Но несмотря на ее хорошую форму, у меня все равно оставалось мнение насчет того, что это просто дорогая игрушка. К тому же ситуацию усугублял тот факт, что она может работать только как беспроводная. Если вы захотите сделать, чтобы она работала по проводу, вам это сделать не удастся, потому что все MX Master'ы были сделаны как беспроводные. Посмотрим на ее материалы. Мне кажется, самым ее интересным материалом является этот. Это резиновое покрытие, которое на ощупь, мне кажется, похоже на бархат. Приятное такое очень. Кнопки сделаны из пластика. Эта полосочка тоже пластик. Колесико металлическое, не из покрашенного пластика. Это горизонтальное колесо тоже из настоящего металла. Снизу здесь вот пластик. Это вот тоже пластик. Ну, в основном она, конечно, сделана из пластика, но тут еще есть резина и металл. Вот такие вот материалы. Ну, по размеру, кстати, она не слишком такая большая, потому что у меня рука небольшая, и мне она подходит идеально. Но моему старшему брату она уже маленькая, у него пальцы вот так вот висят. Тем более моему папе. Из фичей у нее есть супер быстрое колесико. Сейчас я продемонстрирую вам, как оно работает в программе MS Test X. Вот он, собственно, MS Test X. И если мы сейчас раскрутим колесико вот в этом поле, то мы можем увидеть, что у нас отображаются такие значения, как 70. Если я вверх раскручу, то смотрите, даже 100 выдала. Очень быстро. Видите? Но если эта цифра вам ничего не говорит, то тогда давайте сравним его с G203. Вот он G203, и давайте посмотрим, сколько он выдаст. Ну, 10, 15, но все равно никак не 80. Видите? К тому же колесо MX Master может работать не только как такое вот супер быстрое, но и как обычное тоже. Могу крутить со скоростью 10 событий в секунду, пошаговой прокруткой. И если я начинаю быстро крутить колесо, то оно включает свободный режим. Видите, как колесо крутится? Вот, смотрите. Работает эта функция, то есть Smart Shift, через приложение Logitech Option Plus. Сравнится колесо от MX Master, пожалуй, лишь с колесом от Logitech G502X. Но у G502X нету Smart Shift. Сменять режим кнопкой я считаю неудобным, и к тому же это отнимает одну кнопку. Колесо G502 постоянно нужно останавливать, потому что оно быстро раскручивается, не всегда, когда вам нужно, то есть вы там листаете хром, тут у вас все куда-то бззз. А если вы забыли сменить кнопку, то какой-нибудь длиннющий список, как вот этот вот, будет у вас крутиться долго, на пошаговом режиме. В то же время в MX Master функция Smart Shift позволяет вам автоматически сменять этот режим. Если вы крутите медленно, то у вас пошаговый режим, около 10 событий в секунду. А если вы крутите быстро, то у вас включается свободный режим. Такая вот полезная функция в Logitech MX Master. Еще в MX Master есть такая интересная вещь, как Horizontal Scroll. Horizontal Scroll позволяет вам прокручивать разные вещи в горизонтальном направлении. То есть опять же открываем MS Test X и начинаем крутить горизонтальное колесо нашего мастера. Видите, он начинает крутиться влево-вправо. Сюда и сюда. И еще вот здесь вот видите режим автогориз включился. То есть автоматически горизонтальный. Я протестировал и выяснил, что горизонтальная прокрутка, оказывается, работает в очень немногих программах. Ну, то есть там только может в Adobe Premiere,
Да только в этом примере-то она, пожалуй, работает из тех, что работаю я. Во всех остальных она или работала криво, или вообще не работала. Чтобы использовать горизонтальную прокрутку в Grasshopper, мне пришлось написать свой плагин. Ссылка на Gumroad в описании. Смотрите, что он позволяет делать. Вы можете прокручивать ваши ноды влево и вправо, используя горизонтальную прокрутку. В программе Grasshopper. Как по мне, это очень даже удобно. Еще у Mixmaster кнопки по сравнению с Logitech G203 стали гораздо тише. Послушайте, это G203. А вот и Mixmaster. Ну как, заметна разница? Как по мне, очень даже. Однако это улучшение незначительно по сравнению с той же секретной кнопочкой. Не все пользователи Mixmaster о ней знают, однако под большим пальцем вот здесь есть такая вот кнопочка. На нее через Logi Option Plus можно запрограммировать любое действие. Я запрограммировал на нее так называемый Action Ring. Видите? Action Ring позволяет вам быстро попадать в какие-то приложения. Например, наводим и вызываем здесь нейросеть. Наводим и делаем скриншот. Или наводим и открываем там MATLAB или Farm Manager. Можно настроить все, что вам пожелается. И, кстати, здесь еще можно открыть драйвер. Прикольная штука и очень удобная, я ей постоянно пользуюсь. Еще Mixmaster с помощью нажатия кнопочки, а именно вот этой вот снизу, может переключаться между компьютерами. Также это можно запрограммировать на вот эту кнопку. То есть вы работаете, пык, работаете на Mac, пык, работаете на Windows. Поскольку я использую Mixmaster только на одном компьютере, у меня не слишком много информации о этой кнопке. Еще под колесом Horizontal Scroll есть такие две кнопки. На эти кнопки можно запрограммировать увеличение и уменьшение громкости, например. Видите, как я себе сделал? В Logi Option Plus вы можете настраивать свою мышку. То есть нажимаете на нее, и здесь можете настроить разные ее кнопки. Кнопкам, кстати, еще можно сделать разные пресеты, то есть под Chrome, под Rhino, под VLC, под что вы захотите. В указании прокрутки есть настройки под разные колесики, то есть, например, колесо горизонтальной прокрутки, вертикальной прокрутки. И если вы выбираете колесо вертикальной прокрутки, нажимаете, и здесь можно включить Smart Shift. Это как раз автоматическая смена между пошаговым режимом и свободным режимом колеса. Flow — это как бы такое бесшовное соединение между двумя компьютерами, то есть вы берете файл отсюда и перекидываете сюда. Но поскольку я использую всего один компьютер, мне эта функция не нужна. Чтобы использовать Action Ring, вам надо выбрать вашу кнопку, и здесь будет показать Action Ring, новинка. Тут нажимаете «Настроить Action Ring», и здесь у нас есть разные приложения. Мы можем перетаскивать команды, например, запустить, открыть файл, открыть приложение, и тем самым настраивать Action Ring. Еще бы я хотел рассказать вам о проблемах, с которыми мы столкнулись при покупке Mixmaster. Мы ее купили на онлайн-трейд, и она к нам приехала без всего. Без флешечки Logibolt. То есть это такая флешка, которая работает как приниматель, и она значительно стабильнее, чем Bluetooth. Что я подразумеваю под словом стабильнее, так это то, что она, например, по Bluetooth может не появляться у вас в драйверах, а тут появится сразу. То есть просто подключили флешечку, включили мастер, а с Bluetooth может быть все немного посложнее. Также, как вы могли заметить, у него есть порт Type-C. По идее, в комплекте должен был идти Type-C кабель для зарядки. Однако его там нету. В этом Bluetooth Edition, который мы купили, нету ничего. Это минимальная комплектация. Даже просто Type-C кабеля нету. Так что смотрите, чтобы это был не Bluetooth Edition, чтобы вот так вот потом не попасться. Если у меня потом появятся идеи по этой мышке или, может быть, программкам, которые я здесь использовал, я обязательно запишу про них видео. Пока что с вами был Роберт Евтефеев. Всем пока-пока!